Мазафак. Простите, но я не понял, почему из всего числового ряда Фибоначчи предлагается брать только 3 к 5. А разве нельзя использовать другие последовательности золотой пропорции, такие как 1 к 1, 1 к 2, 2 к 3, 3 к 5, 5 к 8, ну и так дальше. Перечисляется много всего. 13 к 21. Даже можно встать в логарифмическую линейку, да, заточить, или калькулятор, чтобы живопись превратить в цифровые такие технологии точных композиционных соотношений. И очень заинтересовала компоновка в круг или овал, можно ли использовать и в круглой овальной правило третей, как и в прямоугольной изобразительной плоскости. Все используют сетку видоискателя фотоаппарата для компоновки. Про то, что ритм должен быть непростым, одинаковые плоскости, промежутки между ними, это понятно. Ну, в общем, вот такое послание. Я много раз говорил, что композиция гениальная – это всегда выход за рамки цифровых ограничений. Мое мнение, что живопись, композиция – это не математика. Что-то, выходящее за пределы, становится всеми обожаемым. Художник, композитор идет дальше, чем просто, я не знаю, перечисление каких-то цифр и уложение в определенную точку центра композиции. Потом счетоводы начинают все это высчитывать и класть на линейку и думать, что он, художник, имел это в виду и что-то там тщательно выстраивал. У него все интуитивно идет так, что каждое касание кисти для художника является композицией. Что там говорить, какие последовательности? Это просто для того, чтобы окунуться в этот мир интуиции, нужны сначала какие-то опорные точки, ну, золотое сечение тоже. Но потом ты не будешь никогда в жизни думать. Наоборот, уходить от этого подальше. Максим Алдер. Бато хороший художник. Картина плохая. Зачем хороший художник написал плохую картину, знает только художник. А с чего вы взяли, что для художника, который выставил свою работу на показ, она является плохой, неудачной? Он тогда не выставлял бы. Я как-то говорил, что мы зачастую смотрим на одно произведение и мыслим, находясь в его рамках, а художник мыслит, например, экспозиции на выставке, в которой он включил там 400 работ. И он мыслит так, чтобы каждая из этих 400 была не похожа друг на друга. Если мы применяем такое мышление, то вот этот разряд плохой картины просто он неуместен как факт. Просто художник многогранно показывает себя в живописи и не только. И потом, что значит плохая? Нужно всегда добавлять «для меня», в этот момент причем «для меня». Потому что в следующий момент, через, там, я не знаю, 10 лет, 20 лет, когда вы много чего изучите, вы скажете, как я мог сказать про эту работу, что она плохая? Потому что вы выросли. Художник создает картину, зритель вместе с художником является соавтором картины, потому что он смотрит его видение, в нем происходит открытие. И какая-нибудь незначительная мелочь, линия, то, что всех раздражает, для него открывает целый мир. Ну, может такое быть? Согласитесь, хотя бы просто допустите, что такое быть может когда-нибудь. Понимание этого даст нам возможность быть более терпимыми, толерантными к произведениям других. Планета 007. Ого, недавно ушедший Андреяк. Вам не пример? Техника акварели – это самая сложная техника в живописи. Не пример чего? Простите, хочу вас осведомиться. Чего? Громкое у всех на слуху имя – это еще не признак мастерства. Извините, ничего я не имею против Андреяки. Если в ком-то его живопись открывает миры, очень хорошо. Во мне не открывает. Ну, опять же, я не против.
Просто мир многогранен, и акварелисты, хорошие акварелисты доказывают то, что этим материалом можно творить шедевры. Это правда. И акварель, конечно, самая сложная техника. И к ней нужно подступаться после того, как ты поработал, я не знаю, несколько лет укрывистыми материалами. Ну, гуашь, там, темпера, если касается водных, ну, масло. И только потом, когда ты почувствовал вкус живописи, можно переходить к акварели. Я написал новую работу, она называется «Часовщик». И хочу вам в конце ролика показать ее более детально. И вот что из приятного хочу для вас донести, сообщить. Те, кто интересуется портретом и зацепит вдруг вас моя вот эта работа, я сегодня запускаю акцию. Все портретные мои работы, уроки с портретами и наброски за полцены. Акция продлится 10 дней. Заглядывайте на сайт, и вы увидите предложение по этой акции, ну, какие уроки туда входят. Антон Соин. Мучает данный недочет в работах, не могу передать прозрачность облаков и волн. Что изучить? Что попробовать? Попробовать отбросить эту задачу, я предлагаю, а просто научиться сравнивать. Сравнивать тональные отношения облаков в тени, облаков на свету, с небом, еще с какими-то светлостями, светлотами в картине. И вы таким образом добьетесь прозрачности. Никаких других методов не существует. Будешь работать только над прозрачностью, то есть вперевшись в один кусочек или сравнивая его с соседним, этого недостаточно. Нужно удерживать в сознании, в видении всю картину, все тональные отношения. И если одно из них вылетает, все на смарку. Вот в чем дело. Вот какая задача. У меня есть урок в моей онлайн-школе 53-й «Тон в живописи пейзажа». Очень рекомендую его посмотреть для того, чтобы перестать ошибаться в тональных отношениях. Короткий анонс на эту тему, это очень актуально для всех. 53-й урок «Тон в живописи пейзажа». Урок теоретический, базовый. На многочисленных примерах показано, как научиться видеть тон. Не как писать, а как видеть, как сравнивать. И что конкретно сравнивать. Каждый художник уверен, что он видит тон. Но почему тогда одна картина волшебная, и художник это чувствует, а другая, третья, десятая, ну никак, не заходит? Значит, что-то не так. Этот урок о том, как разобраться в этом сложном деле. 53-й урок «Тон в живописи пейзажа».